Лекция 13. Искусство концентрации сосредоточивания. В обыкновенном разговоре мы часто употребляем слово сосредоточение, концентрация в смысле соединения или уменьшения в объеме и увеличения в силе или, наконец, в сгущения. Во избежание неправильного понятия я предупреждаю, что употребляю здесь термин сосредоточение концентрация в смысле сосредоточения в общем центре или фокусе. Вы не должны забывать значение слова сосредоточивать, то есть соединять в центре. Слово «сосредоточивать» имеет явное или обыкновенное значение и тайное или скрытое, когда пользуются им в связи с упражнениями духовных сил. Явное значение состоит в сосредоточении разума на какой-либо отдельной мысли или действии при подавлении при этом всех внешних мыслей и впечатлений. Тайное значение сосредоточения заключается в сосредоточении ума на собственном «я», на «я-сим», при этом все мысли, относящиеся к материальному телу или организму, устраняются и все внимание направляется на высшие области духа. Первый, духовный экзотерический способ сосредоточения концентрации является очень ценным приобретением для человека в его повседневной жизни. Второй способ является очень ценным для тех, кто желает узнать более о своем истинном «я» и стремится открыть тайны бытия. В настоящей лекции я буду говорить лишь о практической стороне сосредоточения, так как это составляет цель моего руководства. Однако я дам читателю некоторое объяснение и о скрытом экзотерическом роде, чтобы он знал, как следует поступать, если представится случай. Искусство сосредоточения на какой-либо мысли или деле является одной из наиболее желательных способностей, находящихся в распоряжении человека. Мы уже говорили о преимуществе отдаваться делу всей душой, приниматься только за одно дело и хорошо его выполнять и т.п. Мы все знаем о художнике, который объяснял блестящее исполнение своих произведений тем, что он примешал мозг в свои краски, и о рудокопе, который вложил немного мозга в свою кирку. Мы сознаем, что самая простая работа может быть лучше вам платить за то, что вы ничего не делаете. А нет, он не будет действовать таким образом, и он ничего не достиг бы, если бы так поступал. В то же время он не позволит, чтобы вы променяли его работу на работу у его конкурента. Если вы будете превосходно выполнять свое дело, работа же ваша окажется превосходной, если только вы углубитесь в дело и сосредоточитесь. Если же вы падаете духом вследствие того, что вам кажется, что у вас не будет успеха в вашем деле, то вам обязательно следует научиться способу сосредоточиваться и упражняться в нем. Все дело в ваших руках. Сделайте небольшое усилие, побольше энергии, соберите все свое мужество. Вы безусловно достигнете чего-нибудь, если преодолеете временное сопротивление. Не теряйте напрасно времени в жалобах на притеснение капитала и в других в том же духе. Если вы сделаетесь сосредоточенным человеком, то капиталу скоро самому потребуются ваши услуги и ваша работа. Разве вы не можете этого понять? Конечно, можете. Если же так, то прекратите бродить около и принимайтесь серьезно за работу. Принимайтесь скорее. Если вы будете отказываться принимать предлагаемые вам денежные средства, то вы окажетесь ни на что негодным человеком. Кто в этом виноват? Если человек настолько беспечен, что не желает спасти себя, предоставьте его участи, он получит то, что следует. Некоторые из вас, мои читатели, нуждаются в человеке с заостренной дубиной, которой он бы подгонял вас, нанося вам ею сильные удары всякий раз, как вы над чем-нибудь замешкаетесь или предадитесь праздным мечтам. Бросьте же бездельничать и принимайтесь за работу. Многие люди проводят свое время в мечтах о будущем, о той поре, когда у них настанет вечный праздник. Они знают при этом, что их считают дураками. Вся природа находится в движении, и Господь Бог созидает постоянно. Я убежден, что когда вы переправитесь на другой берег, то вы наткнетесь там на следующую надпись «Бездельничать не позволяется». Если вы чувствуете интерес к своей работе, то она утратит характер тяжелой обязанности. Принимайтесь же за дело и начинайте работать для того, чтобы избавить себя от нищеты и несчастья. Беритесь же за дело, и беритесь теперь же. Человек, который обладает способностью сосредоточиваться, имеет в своих руках верное средство против неудач. Каким же образом? Благодаря тому, что он устраняет неприятные мысли и сосредоточивается на более возвышенных предметах. Вы не должны говорить, что вы не можете этого сделать. Если вы приобрели навык, то вы будете способны делать это. Тысячи людей нашли в этом радикальное средство против неудач, отчаяния, страха, боязни и т.п. Попробуйте его, и вы увидите, что жизнь явится для вас в совершенно ином свете. Испробуйте его, и вы будете так хорошо себя чувствовать, что едва ли пожелаете иметь в числе своих родственников президента. Испробуйте его, и вы будете ощущать движение жизни вокруг себя и будете благодарить Бога за то, что живете, вместо того, чтобы проклинать день своего рождения. Вы будете лучше выполнять свою работу, вы будете лучше себя чувствовать, вы сами станете лучше. Разве все это не стоит того, чтобы попытаться? Может быть, вы предполагаете, что знаете кое-что о сосредоточении и концентрации. Хорошо, пусть будет так, покажите же свои знания. Возьмите карандаш и постарайтесь очинить его как можно лучше. Время в вашем распоряжении, выполните только эту работу самым лучшим образом. Теперь посмотрите, в состоянии ли вы сосредоточиться на очинке карандаша и устранить при этом все посторонние мысли.
Постарайтесь посвятить работе всю свою энергию и мысль для лучшего ее выполнения. Пусть на некоторое время целью вашей жизни будет хорошо отчиненный кончик карандаша. Прекрасно, как вы себя чувствуете? Очень трудная, не правда ли, работа? Да, я так думаю. Вам нужна практика, молодой человек. Возьмитесь за указанные в этой лекции упражнения и проделывайте их до тех пор, пока вы не будете в состоянии сделать чего-нибудь, безразлично, что бы это ни было, не позволяя своим мыслям отвлекаться в сторону. Каждый в состоянии сосредоточиться на приятной работе, но если дать ему неприятное и однообразное дело, то вы убедитесь, что его мысли будут отвлекаться от дела совершенно от него независимо. Все это будет продолжаться до тех пор, пока он не научится сосредоточиваться при помощи силы воли. Способность сосредоточиваться на неприятной, невыносимой, однообразной работе является пробным камнем. Если вы преодолеете это затруднение, то вы можете быть уверены, что проломили брешь в области бесплодных усилий и ненужных движений. При помощи концентрации вы будете способны сосредоточивать свое внимание, мысли и энергию на определенном предмете, и благодаря этому достигать лучших по мере возможности результатов. Лучи солнца, собранные на известной точке при помощи зажигательного стекла, нагревают эту точку гораздо сильнее, чем обыкновенные лучи того же источника, того же напряжения и той же теплоты. Так же обстоит дело и с вниманием. Рассейте его, и вы будете иметь обыкновенные результаты, но если фокус его будет находиться на вещи, сконцентрировав его на вещи, которую нужно сделать, вы получите изумительный подъем энергии. Сосредоточивающийся человек концентрирует свое внимание и силу мысли на одном предмете. Результат выражается в том, что каждое его действие, произвольное и непроизвольное, направляется к достижению цели. Как я уже говорил в предыдущей лекции, человек может достичь всего, что он желает, если только он непреклонно желает. Если его энергия сконцентрирована на одном предмете и все остальное устранено, то вызванная и сконцентрированная сила безусловно должна вызвать известные результаты. Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: что бы вы ни делали, прилагайте ко всему всю свою силу. Все делайте как следует. В одно и то же время делайте что-нибудь одно, но исполняйте дело безупречно. Для того, чтобы получить наилучшие результаты от мыслительной силы, согласно данным в предыдущих лекциях объяснениям, вам безусловно необходимо приобрести искусство сосредоточения. Сконцентрировывая свои мысли, вы увеличиваете их напряженность. В этом вы можете убедиться даже после минутного размышления. Исполняя упражнения предшествующей лекции, вы обязательно должны соединять их с упражнениями в концентрации. Эти упражнения, конечно, так или иначе являются скучными и монотонными, но все же необходимо проделывать их до полного совершенства. Вы получите награду за свой труд, она выразится в постоянном увеличении ваших способностей сосредоточиваться. Увеличение это обнаруживается уже с первого раза. Существует еще кое-что, о чем я желаю с вами поговорить, прежде чем вы перейдете к упражнениям. Именно мне желательно указать вам на преимущество концентрации как средство для духовного и телесного отдыха. Если бы это являлось даже единственным результатом упражнений, то и оно заслуживало бы быть приобретенным. Предположите, что вы страшно утомились вследствие физического или умственного труда, изнервничались и нуждаетесь в отдыхе. Если вы ляжете, то мысли, занимавшие ваш ум, снова вернутся, будут беспокоить вас и не позволят вашему уму найти необходимый покой. На основании теории каждая мысль заставляет функционировать и приводить в действие известные группы мозговых клеточек, остальные клеточки находятся, конечно, в это время в покое. Если теория верна, то, само собой разумеется, вы сами понимаете, что единственным средством для того, чтобы дать полный отдых той группе мозговых клеточек, которая окончательно утомится от усиленной деятельности, является сосредоточение мыслей в совершенно другом направлении. Благодаря этому утомленные клеточки устраняются от работ, но все еще продолжают некоторое время возбужденно вибрировать под влиянием сообщенной им силы движения. Когда вы сосредоточиваетесь на новые мысли, вы освобождаете старые клетки от прежней работы и предоставляете им отдых, который для них необходим. Эти клетки жаждут работы и стремятся возвратиться к ней помимо вас, но когда вы достигнете успеха в искусстве концентрации, то вы будете уметь управлять ими. Без сомнения, вы помните, что когда ваш ум чувствовал переутомление от трудной дневной деятельности, вы принимались за интересную повесть. Последняя так увлекала вас, что ваши старые мозговые клеточки временно прекращали свою деятельность. По окончании же повести вы чувствовали себя вполне свежим, несмотря на то, что чтение книги являлось само по себе отнюдь нелегким упражнением для ума. Такова теория. Теперь вам следует применить ее на практике, и тогда вы не будете иметь никакого основания жаловаться на умственное переутомление. Вы будете обладать способностью воспринимать, устранять мысли и менять их как платье по своему желанию. Я желаю теперь дать вам несколько упражнений для практики, чтобы вы могли развить в себе силу сосредоточения. В конце настоящей главы я желал бы снова напомнить вам, что существенный принцип сосредоточения заключается в концентрированном внимании на одной определенной мысли или действии.
Каждое упражнение, которое содействует укреплению способности устранять при помощи силы воли несущественные мысли, обладает известной ценностью. Кроме этого, данные здесь упражнения должны служить образцом для других, которые вы можете выдумывать.